14 мая 2023 года в Турции пройдут без преувеличения исторические выборы. Представители как дружественных, так и враждебных государств очень внимательно следят за политикой этой страны. Накануне решающего события некоторые из них высказали свое мнение по поводу будущего, которое ожидает турков в случае избрания Эрдогана. О помощи Турции в трудные 2000-е напомнил бывший муфти Косово Лютфю Балек. Он отметил, что с приходом к власти партии Эрдогана албанцы, боснийцы и другие народы, живущие на Балканах, а также угнетенные люди во всем мире в полной мере почувствовали силу Турции и руку помощи. На Балканах сохранилось немаленькое османское наследие. 300-500-летние артефакты, мечети, мосты, библиотеки, медресе. Но они были полностью разрушены. Турция протянула свою руку помощи и по сегодняшний день помогает восстанавливать исторические сооружения и развивать инфраструктуру на Балканах. Мы все молимся о том, чтобы Аллах защитил турецких граждан и избрал для нас всех наилучший исход. Турция протягивает руку помощи всем сторонам без какого-либо интереса. Мы хотим, чтобы эта политика продолжилась после выборов, в том числе в лице нынешнего президента. Мусульмане соседних арабских стран считают, что от результата выборов будет зависеть их выход из-под гегемонии жителей Запада. Исламский мир надеется на эти выборы. Успех президента Реджепа Таyyипа Эрдогана и его партии важен для продолжения процесса развития, инициированного Эрдоганом, и нарушения гегемонии Запада. Сегодня Турция представляет исламское сообщество во всем мире, выделяется и продолжает оказывать поддержку и защиту угнетенных. Это дает надежду на то, что Турция – сила, которая все еще стремится к реализации правых в этом диком мире и противостоит врагам этой уммы на севере Сирии, Ливии и Азербайджана. Арабы, турки, все мусульмане едины, успех кого-то из них общий. Представители Пакистана считают, что альтернативы Эрдогану во внешней политике нет. В качестве аргумента исследователь и писатель Гулам Неби Медани назвал его посредничество в российско-украинском конфликте, участие в открытии зернового коридора в Черном море и решение проблем некоторых мусульманских стран. Пакистанец отмечает, что именно Эрдоган инициировал принцип «мира больше 5», чтобы дать мусульманам постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Гулам уверен, что с победой Эрдогана на предстоящих выборах путь развития Турции укрепится и турецкий век. 2 миллиарда мусульман в мире особенно любят Турцию. Усилия президента Эрдогана по объединению мусульман в течение 20-летнего периода правления являются почти шедевром. За предстоящими выборами 14 мая очень внимательно следят в Пакистане, Бангладеш, Индии и Афганистане. Пакистанские граждане чаще всего едут в Турцию после посещения Мекки и Медины. Сотни пакистанских бизнесменов воспользовались инвестиционной политикой президента Эрдогана. В Медине, куда я приехал по случаю Умры, я вижу, что люди со всего исламского мира молятся особыми молитвами за Турцию. Такое отношение мусульман к Эрдогану даровал сам Всевышний. Международный адвокат по уголовным делам, профессор, доктор Абдулхамид Мухаммад из Египта сделал акцент на том, что результаты выборов окажут большое влияние на глобальном уровне благодаря привилегированной позиции Турции по вопросам мира и безопасности. Турция является важным государством в регионе и мире и в последние годы добилась значительных изменений в политическом, экономическом и военном влиянии. Поэтому президентские и парламентские выборы в стране имеют большое значение на национальном и международном уровнях. Они окажут большое влияние на поддержание стабильности и безопасности, научного и промышленного развития, а также повлияют на баланс отношений на региональном уровне. Профессор юридического факультета Международного исламского университета Малайзии доктор Хайрул Азмин отметил, что президент Реджеп Таyyип Эрдоган является символом мусульман во всем мире. Его харизма, политика, которую он проводит, стали примером достойного управления страной для других лидеров. Безусловно, за 20 лет правления Эрдоган заручился поддержкой мусульман всего мира, благодаря оказанной помощи в кризисных ситуациях. Однако каков будет выбор его соотечественников? Это самая напряженная предвыборная гонка за последние десятилетия, поэтому предсказать ее исход достаточно сложно. Спасибо, дорогой зритель, что ты с нами и ценишь нашу работу. Команда Алиф ТВ каждый день старается для обретения довольства Аллаха в обоих мирах. Ты можешь поддержать нас, просматривая наш контент через VPN. А если у тебя есть возможность, можно просто оформить спонсорство. Алиф ТВ. 1 на миллион.